Привет, мои дорогие друзья! Приготовим вкуснейший маршмеллоу по самому простому рецепту. Все очень легко, понятно и очень вкусно. 100% получится у каждого. Первым делом слегка смазываем растительным маслом форму. У меня вот такая стеклянная. И хорошо присыпаем ее сахарной пудрой. Застилать форму пищевой пленкой не нужно, с пудрой получается гораздо проще. В сотейник или маленькую кастрюльку высыпаем 400 грамм сахарного песка. Добавляем ванилин по вкусу, 1-2 чайные ложки. Еще я добавляю немного лимонного сока для кислинки. Наливаем 100 мл воды и ставим на средний огонь. Иногда помешиваем и ждем, чтобы сахар растворился. Когда крупинки исчезнут, просто доводим сироп до кипения. Как только появляются пузырьки, снимаем с огня. Пока сахарный сироп остывает, займемся желатином. Берем 120 мл теплой кипяченой воды и высыпаем в нее быстро растворимый желатин. Можно использовать и листовой. Я с ним тоже делала маршмеллоу. Покажу в следующих видео. Желатин топим в микроволновке 20-30 секунд. Если с первого раза не растворился, можно еще поставить на несколько секунд. Полностью растворенный желатин наливаем в емкость для взбивания и начинаем взбивать на средней скорости миксера, пока не появятся пузырьки и небольшая пена. После этого, не прекращая взбивать желатин, тонкой струйкой вливаем в него сахарный сироп. Затем увеличиваем скорость до максимальной и продолжаем взбивать, пока масса не остынет и не побелеет. Она загустеет и увеличится в объеме. Это занимает примерно 7-10 минут. Может чуть больше или чуть меньше. Зависит от мощности вашего миксера. Понять, что масса готова, очень просто. Венчик у миксера станет тяжеловато вращаться. Сразу же останавливаемся и дальше действуем очень быстро. Откладываем часть маршмеллоу и добавляем гелевый краситель, примерно чайную ложку. Быстро перемешиваем до однородности. Помимо того, что масса очень липкая, она еще и очень быстро схватывается. Миксер лучше не использовать. Маршмеллоу на венчик накручиваются и тяжело с него снимаются. Быстро перекладываем в заранее припудренную форму и разравниваем. Все используемые при этом лопатки и шпатели надо предварительно смазать растительным маслом. Сверху в форму выкладываем второй слой, оставляя немного на третий. Выкладывать нужно как бы растягивая по поверхности, иначе разровнять аккуратно липкий маршмеллоу не получится. Добавляем другой краситель в оставшуюся часть и быстро-быстро перемешиваем. Даже если останутся градиентные полосы, то все равно получится красиво. Чтобы выложить третий слой, нужно использовать кондитерский мешок с круглой насадкой. Масса стала уже достаточно плотная и плохо поддается выравниванию. Накрываем форму пищевой пленкой и ставим в холодильник на ночь. Если очень не терпится, то подождите хотя бы 2 часа. Присыпаем сахарной пудрой разделочную доску, достаем маршмеллоу и также сверху присыпаем. Присыпаем тщательно. Не стоит волноваться, что пудры много. Лишнюю все равно потом стряхнем. Аккуратно достаем из формы маршмеллоу. Благодаря сахарной пудре к рукам ничего не прилипает. Немного отряхиваем. Маршмеллоу получились пружинистые, приятно держать в руках. И очень гибкие, можно даже свернуть в трубочку. Нож берем острый и хорошенько обмакиваем его в сахарной пудре. Нарезаются маршмеллоу легко, но руками лучше придерживать. Нож после каждого среза обязательно посыпайте сахарной пудрой. Трехцветные маршмеллоу получаются очень красивые. А на ощупь напоминают игрушку антистресс. Срезы тоже посыпаем сахарной пудрой и нарезаем на порционные кусочки. Тут уже полный простор вашей фантазии. Можно нарезать на стандартные кубики или, например, на треугольники. Что вам больше нравится? Все срезы тоже присыпьте сахарной пудрой. Стряхиваем лишнюю сахарную пудру и перекладываем в емкость для хранения. Вот только хранить их не получится. Я еле успела снять видео, чтобы у меня все не съели. Посмотрите, какие воздушные маршмеллоу получились. И как отлично они возвращают свою форму после сжатия. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Далее подробный пошаговый рецепт. А я на этом с вами прощаюсь и жду ваши комментарии о том, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. Ну все, всем пока и приятного аппетита!